Привет, друзья! Сегодня, как я обещал, покажу, как можно сделать мощный вибродинамик своими руками. Я сделал два разных образца с разными катушками и немножко измененным устройством. Один будет с катушкой, которую я применял в прошлом видео, а второй будет с новой катушкой и с новой идеей, как можно сделать катушку для вибродинамика. Сейчас вы можете видеть, как это все выглядит. Далее в видео я буду показывать, как я это все собирал и изготавливал. И в самом конце видео, кому не терпится, можете посмотреть тест через стену. Приятного просмотра! Итак, что касается сборки, самый труднодоступный элемент — это мембрана. Так как на китайских используется специально вырезанная, испытав разные материалы, я остановился на полотне отпилки. Данный материал гибкий и довольно-таки пружинистый. Также понадобится металлическая пластинка, в моем случае кругляш, и трубка. Первым делом нужно изогнуть полотно, чтобы оно играло роль пружины. Делаем из него такую небольшую скобу и с помощью или сварки, у меня есть доступ к сварке, поэтому моя задача упрощается. Можно с помощью винтов закрепляем данную пружину к трубке и к пластине. Значит, что касается катушки. Катушку я выдрал из старого телевизора. Сопротивление у нее 4 Ома. Этого вполне достаточно для вибродинамика. Теперь нужно вымерить высоту трубки. Значит, зазор между катушкой и магнитом, который мы в конце поставим сверху катушки, должно быть пару миллиметров. Если больше, вибрация становится слабее. Если близко прижать, вибрация вообще отсутствует, и он играет как простой динамик, на низкой частоте. Следовательно, нам нужно вымерять расстояние от катушки до магнита, чтобы было примерно 2-3 мм. Сама катушка в моем случае будет держаться на маленьком шурупе. Там есть отверстие внутри. Я этот шуруп приварю к пластинке, в моем случае кругляш. Все это зашлифую, чтобы была гладкая поверхность с обратной стороны, и катушка будет накручиваться на этот шуруп. Второй вариант вибродинамика уже немного изменен. Здесь я использовал трубку повыше, катушку, которая будет наматываться на такой вот металлический стержень, и пластина с мощной резьбой. Примерно как в прошлом варианте, только резьба будет побольше. Под катушку я взял металлический пруток, приварил к нему на определенном расстоянии, на произвольном расстоянии, 2 гайки, и внутри там будет наматываться медная проволока. К краю данного прутка я приварю резьбу, чтобы ее в дальнейшем накручивать на пластину. Зафиксировал обе резьбы с помощью сварки, и теперь осталось только намотать проволоку и все собрать вместе. В данном случае я распилил полотно пополам, надеюсь, что полотно будет мягче, но оказалось совсем не так. Пришлось его приваривать с 4 сторон, что сделало конструкцию очень жесткой. После проверки пришлось это все убирать и делать конструкцию как в первом случае. Теперь, что касается катушки. Сразу я намотал сопротивление примерно 12 Ом. При проверке динамик еле-еле звучал. То есть такое сопротивление для него слишком высокое. Постепенно я начал сматывать проволоку и пришел к выводу, что оптимальное сопротивление для хорошего громкого звучания примерно 4-5 Ом.
на чем я остановился. В первом случае динамик у меня с сопротивлением 4 Ома, в втором случае динамик с сопротивлением около 5 Ом. Итак, вот как все выглядит в сборе. Динамик такой вот конструкции дает больше низких частот. Второй вариант дает частоты повыше. То есть каждый пробивает по-своему. Давайте сейчас протестим этот вариант и потом протестим второй вариант. А вот этот вариант вибродинамика более звонкий, то есть частоты более высокие и звук более проникновенный. Тот у нас басит, а этот звенит. Давайте послушаем сейчас и этот вибродинамик. Забыл показать общий внешний вид обоих вибродинамиков. Вот так вот они выглядят. Без магнита. Сверху устанавливается магнит и динамик начинает работать. Далее будет тест через железобетонную стену. Делайте динамики немного потише, потому что звук будет громкий. Ну вот, вроде и все. Надеюсь, видео было полезным. Оставайтесь на канале, подписывайтесь. Планирую еще много интересных самоделок. Подписывайтесь и ставьте лайки.